Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Ее личная жизнь. Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы сейчас пребываете. Вы знаете, вот у вас такое состояние двоякое, я бы сказала. С одной стороны, все достало, все надоело, какие-то дела, проблемы, да, вот хочется просто на край света куда-то умчаться, сменить обстановку. Очень хочется периодами даже побыть одному. Может проигрываться, что вы сознательно ушли, ну, такое в добровольное отшельничество, что ли, да. Особенно это касается тех, у кого, ну, не так давно произошел разрыв с вашей женщиной, потому что именно затронуты чувства, затронуты именно, вот знаете, вот такие тонкие струны души, так сказать. Может еще проигрываться такое состояние, когда еще накладываются, помимо вот ваших личных проблем, еще и финансовые проблемы накладываются. То есть может проигрываться либо кризис какой-то, может быть даже, допустим, урезание зарплаты, задержка зарплаты может проигрываться. Ну, то есть такое, знаете, со всех сторон атаковали, со всех сторон какой-то такой пессимизм. Вы настолько человек вот ориентированный на серьезные отношения. Вот я пока не вижу у вас рядом женщины, вот любимой женщины. Все то, что осталось позади, осталась любовь, осталась любимая женщина, осталась, ну знаете, вот как будто вот частичка вас осталась в прошлом вместе с вот этой вот вашей бывшей, так сказать. Но тем не менее, вы все равно не теряете надежду на будущие отношения. Вот вам очень хочется новую любовь встретить, вам хочется иметь рядом любимого человечка. И я делаю акцент именно как раз любимую женщину хочется иметь. Не просто там для здоровья, да, для развлечения. Вот именно хочется иметь надежный тыл, верного, преданного друга, да, рядом иметь. Причем вот вы, может быть, даже об этом говорите вот периодически, время от времени со своими там друзьями, приятелями, да. Это может быть в компании где-то, так знаете, взгрустнулось и понесло, да, вот просто вот о жизни, о наболевшем, просто с близкими друзьями, за рюмкой чая, так сказать. Вы такой человек, который вообще на месте особо не сидит. Вам нужно что-то делать, да, там куда-то мчать, мастерить. Ну, в принципе, вы такой по своей природе вы не домосед. То, что вы, некоторые из вас, да, возможно, себя в такое отшельничество заключили, это не говорит о том, что вы вот сидите в четырех стенах и никуда не выходите, ни с кем не общаетесь. Нет. Просто особо не хочется никуда ходить, да? Есть куда сходить. Есть с кем потусоваться, есть с кем посидеть. Ну, вот как-то не тянет, да, вот настроение не особо такое, ну, не драйвовое, что ли. Так, что еще? Давайте быстренько посмотрим. Ну, то есть, знаете, я не могу сказать, что вами безумно плохо, но и что вам очень хорошо, я не могу тоже сказать. То есть, какая-то, вот знаете, такая ситуация, серединка на половинку. Вот вроде бы и неплохо, но все равно не хватает. Вот ваша главная проблема, да, вот вам не хватает женщины, любимой женщины, именно вот вашей новой королевы вам не хватает. Из-за этого могут быть такие депрессивные настрои у некоторых из вас. Помним, что это общий расклад. Поэтому, если еще и плюс финансы у кого проблемные, да, вот как я уже сказала в начале расклада, то здесь, конечно, как бы такой двойной удар, то здесь ситуация еще сложнее может проигрываться. Так, смотрим, что еще. Ну, вот снова выпало это вот ваша, да, вот хочется вам, вот именно постоянно падает, хочется новой любви, новой женщины. Из-за этого, да, вот в большинстве своем вам плохо. Вы человек такой, который умеет зарабатывать. Вы, в принципе,
Не стыдитесь любой работы. Вот я скажу, что вы, в общем-то, и рукастый, да, ну, как мужчина я имею в виду. Вы можете и смастерить что-то, да, кто-то может там сам чуть ли не дом построить. Вы владеете не одной специальностью. Другое дело, что у вас нет мотиватора, что у вас нет стимула в жизни, для кого стараться, для кого куда-то лететь, мчать, зарабатывать. Ну, просто нет стимула на данный момент. Поэтому еще вот вы в этом плане, да, опустили руки и особо не суетитесь. Да, вы можете подработать, если вы хотите. Вы, в общем-то, не стыдитесь никакой работы. Если надо, вы чуть ли не грузчиком пойдете, да, но я утрирую, конечно. Ну, то есть вы человек, знаете, вот вы по жизни как-то, в общем-то, вы знаете себе цену. Я не могу сказать, что вы прям такой вот, ну, я не знаю даже каким словом, да, вот назвать, чтобы не обидеть. Ну, то есть, ну, слабаком однозначно вас не назовешь. Понимаете, вы, в общем-то, даже в чем-то есть и эгоистические нотки. Особенно, я вам скажу, вы стали более уверены в себе вот после вашего вот разрыва, после развода вашего. Вы стали более такой, ну, стервозная эта женщина больше, так, стервец, да, вот как говорят. Вы стали более колким на язык, вы стали, ну, плюс вы более недоверчивый, конечно, стали к людям, но это уже другая история, да. Плюс еще, смотрите, вокруг вас вьются женщины. Я сейчас немножечко, да, вот затрону эту тему. Вьются женщины, причем абсолютно разных возрастов, которым вы нравитесь. Поэтому обращайте внимание, потому что есть женщины в вашем окружении, которые вам симпатизируют и которые не прочь иметь с вами отношения. Это и молоденькие, и такого среднего возраста, так постарше. Ну, то есть я вам настоятельно рекомендую обращать внимание на ваше женское окружение. Поехали дальше. Какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад, да? О чьей личной жизни мы будем смотреть сегодня? Эту женщину вы когда-то любили. Даже взаимная любовь, я бы сказала, была, но эта женщина причинила вам глубочайшую боль. Вот сказать, что она сделала вам больно, это ничего не сказать. У вас была такая к ней любовь, что, ну, я не знаю, наверное, только в фильмах, в романах про любовь можно такое вот услышать, либо увидеть. Женщина абсолютно эгоистичного характера. Да, она с виду, там, фигура, она очень такая классная, симпатичная, все. Особенно была вот в начале вашего знакомства. Ну, в принципе, и сейчас она довольно неплохо выглядит. Безумная любовь была, а у женщины безумная любовь еще к деньгам и к подаркам была. Опять же, да, не очень приятный момент. Человек, который сделал, ну, безумно больно вам, потому что вот для нее деньги и вот красивая жизнь для нее в приоритете. Вот если для вас в приоритете, у вас на первом месте вот семья, чувства, для нее на первом месте это она сама, ну, такая довольно эгоистичная и нарциссическая натура. И, конечно же, ее благополучие. Вот знаете, такие женщины обычно вот они так себя ведут, что вот, допустим, мужчина, который рядом с ней, ну, какие-то малейшие финансовые проблемы у него начинаются, либо же он урезает ей там те денежки, которые он раньше давал. Сразу он становится ненужным. Вот такого плана женщина. Ну, то есть чисто ради вот кошелька она живет. Очень корыстная, очень такая любящая выгоду. Она ищет выгоду вообще по жизни. То есть я не могу сказать, что вы с ней, вот особенно в последнее время, когда вы с ней жили, там были в отношениях, что вы были очень счастливы. Как раз нет. Между вами много тайн было, между вами было недопонимания много, между вами даже измена может проигрываться в некоторых. Теперь смотрите, давайте-ка посмотрим, какая же личная жизнь у нее, как же она поживает, довольна ли она, счастлива ли она. Она, конечно, рассчитывала, что она с легкостью найдет себе другого мужчину. Она вообще почему-то считает, что она запросто может охмурить любого мужчину. Вот, знаете, вот глазом она моргнула, и все, и в нее все повлюблялись. А здесь все пошло не так.
Да, она нравится мужчинам, но нравится чисто вот как игрушка, поиграться. Периодически, причем вот у нее, я бы сказала, больше моложе нее по возрасту мужчины. Ну, то есть жезлы ее, да, вот они помоложе. Но счастья, я вам скажу, у нее нет абсолютно. Я не вижу у нее мужчины, с которым вот у нее были бы длительные, такие стабильные, такие, как должны быть у нормальных людей отношения. Тем более любви большой и чистой я не вижу. У нее сейчас даже, кстати, проигрывается вот состояние одиночества. Она чувствует себя абсолютно ненужной. Она как-то даже загрустила, я бы сказала. Вот абсолютно все пошло не так, как она хотела. Она, знаете, вот она мечтала, что будет рядом принц, который будет все ее хотелки удовлетворять, как это делали когда-то вы. Сейчас такого ни принца, ни короля я рядом возле нее не вижу. Причем даже у некоторых вот из ваших вот бывших может быть такое, что ну даже жезлы закончились, извините за такое выражение. Ну даже для здоровья может быть у нее проблема. Ну там может быть раз в месяц какой-то жезл и проскочит. А так, чтобы вот какие-то, знаете, такие, ну, хотя бы временные, более-менее длительные романы, ну, нет, абсолютно. Это ее очень сильно расстраивает. Смотрите, у нее проигрывается так, что мужчины, вот опять же уже было это, по-моему, даже не в одном раскладе, вот как-то ее то ли раскусывают, да, вот выводят на чистую воду. Довольно просто мужчине проверить любую женщину. Я уже как-то тоже в своих видео и примеры приводила, как это делается, да, вот. Вот как-то у нее налегке все проходит, да. Вот она знакомится с мужчиной, допустим, она включает свою звезду, королеву, да, вот одевает вот эту корону. Мужчина это все быстро просекает, да, но использовал, поматросил и бросил. И получается, она в состоянии брошенки постоянно. Вот знаете, я по-другому вот не могу ее абсолютно назвать. Вот реально она становится брошенкой. Почему она такое становится? Хорошо, давайте уточним. Во-первых, характер. Во-вторых, я вам скажу, она изменяет даже своим вот, ну, любовникам, так сказать. Вы представляете весь трэш ситуации? Изменять любовнику, но это вообще, я не знаю, кем надо быть. Она не брезгует, я вам скажу, вот когда попадаются ситуации такие, она может с двумя параллельно встречаться. То есть она им изменяет. Вот. А теперь подумайте, ребята, вот, ну, может быть, выдохнуть и сказать, слава Богу, да, что избавил от такого человека. Она не только мужу могла изменять, она изменяет любовникам. Она очень четко ориентирована на деньги. Мужчины это видят и понимают, поэтому она брошенка и остается. Потому что ни один нормальный, здравомыслящий мужчина, ну, никогда не будет терпеть рядом с собой такую женщину, которая его рассматривает просто всего-навсего как ходячий кошелек. Напишите в комментариях, вы со мной согласны или нет. Плюс еще я вам скажу, она вот даже своим вот этим жезлом, да, которые у нее такие скоротечные, у нее прям, ну, движуха по жезлам, честно, вот текучка, прям как на работе, и смех, и грех просто. Она им тоже ведь и мозг выносит, вот по-своему, да, вот, но это у человека не отнять. Вот так как она вам выносила мозг, она и другим выносит, потому что, ну, человек не меняется, ну, как ни крути. Она как-то попритворяется там денек-другой, а потом, ну, все равно вот этот ее скверный такой, ну, паскудный характер, он все равно вылезет рано или поздно. Поэтому еще из-за этого ее бросают. Ну, в общем, здесь, знаете, здесь целый комплект. Здесь и любовь к деньгам, здесь и корыстность, здесь и характер. Ну, то есть, ну, человек, вот, ну, коротко, остался, вернее, осталась, да, брошенкой. И она такой и будет. Я не вижу у нее просвета, я не вижу у нее любви. Я абсолютно не вижу, что у нее наладится как-то личная жизнь. Ну, по крайней мере, вот в перспективе я не вижу. Причем здесь пойдет еще обраточка. Ей будут попадаться мужчины, у которых, ну, она будет не одна. Которые вот тоже будут на два фронта. Если сейчас вот она была вот какое-то время, да,
то с одним, то с другим, то с двумя параллельно, то теперь вот бумеранг даже вот с этой стороны по ней ударит, и теперь вот даже ей, вот ее любовнички будут наставлять рога. Вот как-то так. Здесь супер бумеранг такой, знаете, крутейший. Вот лично мне, хоть я сама женщина, но вот мне даже не жалко таких людей, ну честно. Ну а за что их жалеть? Ну за что боролась, на то и напоролась, получила то, что заслужила. Мы всегда несем ответственность, ну, за все наши поступки. Рано или поздно, но там наверху обраточку нам вернут за все наши дела. Поэтому, ребят, вот такие дела. Если кого-то очень интересовала личная жизнь бывшей, вы можете перекреститься и сказать спасибо Богу, что отвел лучше пораньше, чем жить с таким человеком, который тебя ни во что не ставит, а только деньги, деньги, деньги. Когда-то была любовь, но это было когда-то. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!